Всем привет! Вы на канале История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Могилева. Могилев – город на востоке Беларуси, административный центр Могилевской области и Могилевского района. Герб Могилева является официальным символом города. Современный герб был утвержден 3 января 2005 года. Герб города Могилева является историческим. Областной центр за свою историю имел 3 герба. Герб Могилева представляет собой в голубом поле барочного щита на зеленой оконечности изображение 3 серебряных башен, в средней из которых в открытых воротах находится серебряный рыцарь, в доспехах с поднятым над головой мечом. Вверху над воротами, на усеченном по своему основанию круглом красном щите, под кровлей центральной башни находится серебряный вооруженный всадник с мечом и щитом. Согласно привилегию от 28 января 1577 года короля Стефана Батория на самоуправление был пожалован первый официальный герб в голубом поле вежа мурованная, высоко выведенная. Печатью с подобным изображением и надписью «Печать места Могилевского» заверялись документы, исходящие из городской канцелярии при магистрате. Она же ставилась на изделиях местных ремесленников как своеобразный знак качества. Следующий герб город получил по грамоте короля Яна Казимира 9 июня 1661 года. В голубом поле 3 серебряные башни, в открытых воротах средний рыцарь, вооруженный мечом. Вверху над воротами на круглом красном щите вооруженный всадник с мечом и щитом. Этот вариант герба, как показала история, стал истинно городским символом, узнаваемым и привычным. После присоединения города к Российской империи изображение вооруженного всадника с поднятым мечом в Могилевском гербе было заменено двуглавым орлом. Но в таком виде герб просуществовал сравнительно недолго. 16 августа 1781 года был высочайше утвержден Могилевский губернский герб. В верхней части щита половина российского герба в знак того, что наместничество присоединено к империи российской. В нижней же старый герб всадник на коне в красном поле. Известно, что чем древнее герб, тем почетнее и престижнее он для города. Поэтому в Могилевском горосполкоме сочли правильным восстановить и утвердить герб 1661 года. Тем более, что он органически вошел в повседневную жизнь горожан. Таким образом, утвержденный главой государства герб Могилева полностью соответствует древнему описанию исторического герба середины 17 века. Голубой цвет герба, согласно общепринятой геральдической трактовке, является символом неба, возвышенности чувств и помыслов, величия, красоты и ясности. Это традиционный фоновый колор в городской европейской геральдике. Зеленый цвет нижней части щита европейской геральдики трактуется как символ жизни, обновления, надежды, достатка и благосостояния. В национальной восточнославянской геральдике зеленый цвет также считается символом чести и доверия. История возникновения геральдического символа «Три башни» в значении триединства уходит корнями во времена античности. Но своего наивысшего расцвета этот символ достиг в средневековой европейской городской геральдике, получив новое звучание на основе христианской догматики. Согласно библейским легендам, крепость – это символ Бога. 3 башни крепости в данном случае олицетворяют символ Троицы. Прямое подтверждение этому также дают библейские тексты, касающиеся описания небесного Иерусалима. 12 ворот с 3 башнями, несущие образ Троицы на каждую сторону света. Этот сюжет нашел свое отображение на средневековых гербах многих европейских городов, в том числе и Могилева, как символ стремления к созданию идеального обустройства жизни на своей земле. Многовековая история городского самоуправления – это еще одно подтверждение верности избранному символу. Могилевчане всегда стремились сделать свою жизнь и свой город прекраснее. Изображение 3 крепостных башен на гербе Могилева сочетается с реальной историей города, связанной с замком князя Льва Даниловича Галицкого, который на заре становления города был центром и опорой горожан, а также с легендой возникновения города на 3 реально
существующих и поныне холмах. Библейская, историческая и народно-эпосная трактовки сюжета и данного символа герба Могилева хорошо сочетаются и взаимодополняют друг друга. Символ открытых ворот крепости имеет два толкования. Библейское – это символ райских ворот, открытых для каждого праведника, и историческое. Могилев никогда не был закрытым городом, а наоборот, могилевчане всегда были рады гостям, поскольку Могилев испокон веков был городом мастеров, торговли, развитой науки и культуры. Символ рыцаря в раскрытых воротах имеет также два толкования. Город открыт для всех добрых людей, но имеет надежную защиту от неприятеля. История Могилева десятки раз подтверждала, что могилевчане умеют защищать свой город, проявляя при этом чудеса героизма, мужества и стойкости. Множество сведений о воинской доблести горожан, собиравших народное ополчение, можно найти в древних летописях и в документах новейшей истории. Библейская трактовка связывает рыцаря в открытых воротах с символом ангела, вооруженного огненным мечом, который охраняет ворота в рай, что сочетается с упоминавшейся выше легендой о Дольном Иерусалиме, являясь логическим завершением библейской трактовки сюжета герба Могилева, указывая на древность геральдических символов и, соответственно, города, имеющего их на своем гербе. Поднятый над головой рыцаря меч – классический геральдический символ, так называемый меч мести, главным определением которого является напоминание о бесчисленных трагедиях, пережитых городом, об обидах, нанесенных врагами, о необходимости всегда быть готовым к защите родной земли. Этот символ весьма удачно вписывается в общепринятую, нерелигиозную трактовку сюжета герба Могилева, сочетаясь с реальной историей города. Изображение серебряного вооруженного всадника с мечом и щитом на красном круглом щите является историческим изображением общеизвестного герба Погоня, официального герба Великого княжества Литовского, в состав которого во времена принятия герба в 17 веке входил Могилев, что подчеркивается расположением погони на гербе Могилева под кровлей центральной башни, над открытыми воротами. В современном толковании данный символ указывает на древнее происхождение герба и географическую расположенность города. Наличие погони на гербе Могилева имеет и более современное толкование. Исторически Могилев всегда являлся восточными воротами государства, мирного, но готового к отражению любой агрессии. Красный цвет поля щита погони – символ борьбы, власти и благородства. Серебро – символ чистоты, добропорядочности, высокой морали. Издревле почиталось у белорусов как самый ценный металл и олицетворяло благородство, достоинство и доблесть. Имеющиеся толкования библейское, историческое, общепринятое, современное взаимодополняют друг друга, отражая древнее происхождение города, его герба, историю, традиции и жизненные принципы древних поколений и нынешних жителей Могилева. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!